Привет, Ай! Снова с вами на Taeyong и Jungkook Insights, вашем ежедневном источнике самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От экстренных новостей до душераздирающих моментов у нас есть все, что вам нужно. Обязательно подписывайтесь и оставайтесь с нами, потому что контент BTS уже в пути. Слушайтесь, потому что этот момент был похоронен в тишине слишком долго. Годами Тэхён и Чингук носили эту одну ночь в своих сердцах, скрытую от камер, скрытую от фанатов, скрытую от мира. Но теперь кадры, наконец, здесь. И как только вы почувствуете эмоции в их голосах, увидите правду в их глазах и поймете, что на самом деле произошло той ночью, вы осознаете, почему это никогда не должно было быть увиденным. Это меняет все. Тишина в комнате была почти противоестественной, густой, тяжелой, той тишиной, которая давит на грудь и заставляет ваше сердце биться громче, просто чтобы напомнить вам, что вы все еще живы. Слитые кадры еще не успели полностью загрузиться на экран, застыв на первом размытом кадре. Но энергия вокруг них уже ощущалась по-другому, заряженной, хрупкой, как будто к чему-то священному только что прикоснулись без разрешения. Никто не знал, откуда взялось это видео и кто его выпустил. Все, что кто-либо знал, это название, отпечатанное дрожащим почерком внизу экрана. Ночь, о которой они никогда не говорили. И внезапно все, что фандом думал, что знает о Тэхёне и Чингуке, каждый слух, каждое отрицание, каждый отброшенный в сторону момент, начало казаться болезненно маленьким. Видео, наконец, ожило. Сначала было темно. Слышался звук ветра, бьющегося о окно. Мягкое шарканье шагов. Затем комнату заполнило слабое свечение лампы, открывая Чингука, сидящего на полу, прислонившись спиной к стене. Колени подтянуты к груди, голова опущена, как будто он боролся с чем-то внутри себя. Он выглядел моложе, но не из-за возраста, а потому, что эмоции в его глазах были сырыми, нефильтрованными, почти незащищенными, чего фанаты редко видели. «Ты не в порядке». Голос Тэхёна заполнил комнату. Сначала за кадром, ровный, мягкий, но несущий дрожь, которая выдавала более глубокое беспокойство. Чингук не ответил. Он быстро вытер лицо, как будто не хотел, чтобы его поймали на слезах. Но когда Тэхён наконец вошел в кадр, опустившись на колени перед ним, правду стало невозможно скрыть. «Куках», – прошептал Тэхён, протягивая руку, но останавливаясь в нескольких сантиметрах, как будто ждал разрешения. Чингук наконец поднял голову. Его глаза были красными не от истощения, а от слишком долгого сдерживания слишком многих вещей. «Шон, я не хотел, чтобы ты видел меня таким», – пробормотал он дрожащим, хрупким голосом. Тэхён не двигался ни мгновения. Он просто смотрел на него. Действительно смотрел, как будто пытался прочитать каждую невысказанную часть его самого. А затем, тихо, но твердо, он сказал: «Я видел каждую твою версию. Зачем мне отворачиваться сейчас?» Чингук выдохнул сломанный, маленький вздох, тот самый, который ты выпускаешь только тогда, когда наконец слишком устал притворяться. Тэхён наконец преодолел расстояние, сев рядом с ним, их плечи соприкоснулись. Чингук мгновенно прислонился к нему, как будто его тело ждало того единственного безопасного места, чтобы рухнуть. «Они не понимают», – прошептал Чингук, голос приглушен о плечо Тэхёна. «Все думают, что я всегда сильный, но сегодня вечером все это просто стало слишком тяжелым». Рука Тэхёна нежно легла на спину Чингука, успокаивая его, притягивая ближе. «Тебе не нужно быть сильным со мной», – сказал он, и искренность в его голосе ощущалась как секрет, который мир никогда не должен был услышать. Дыхание Чингука замедлилось, стало более ровным, когда он позволил комфорту проникнуть в него. Глаза Тэхёна смягчились, когда он смотрел на него, обеспокоенный, защищающий, почти страдающий. «Я прямо здесь», – снова прошептал Тэхён. «Я всегда был здесь». Затем наступил момент, к которому фандом не был готов. Момент, который сделал эти слитые кадры такими взрывоопасными. Чингук медленно поднял голову, встречая глаза Тэхёна с глубиной, которая ощущалась слишком честной, слишком уязвимой, чтобы быть случайной. «Шон, что бы я делал без тебя?» Комната снова погрузилась в тишину. Тэхён не ответил сразу.
Он нежно обхватил лицо Чингука ладонями, вытирая следы слез с его щеки большим пальцем. И голосом, едва слышным, он сказал: «Тебе никогда не придется это выяснять. Пока я здесь». Камера не дрогнула, не двинулась, не приблизила. Она просто запечатлела их. Двух людей в тихой комнате, держащихся друг за друга, как будто мир снаружи стал слишком громким, слишком жестоким, слишком подавляющим. Глаза Чингука снова заблестели, на этот раз не от грусти, а от чего-то более теплого, чего-то, что заставило воздух измениться. Тэхён тоже увидел это, и на мгновение мир, казалось, затаил дыхание. «Спасибо», – прошептал Чингук, – «за то, что остался». Ответ Тэхёна был прост, но нес в себе вес всего, что никогда не было сказано вслух. «Я никогда не уходил». Кадры оборвались внезапно, почти жестоко, оставив после себя тишину, которая ощущалась громче любого взрыва. Никаких объяснений, никакого контекста, никаких официальных заявлений. Просто это одна ночь, эта скрытая ночь, запечатленная навсегда. И теперь, когда мир увидел это, пути назад не было. Все изменилось. Хаос, вспыхнувший после утечки, был немедленным и неудержимым. За ночь ленты новостей взорвались. Хэштеги множились, как лесной пожар, и каждому фанату, сомневающемуся и молчаливому наблюдателю было что сказать. И все же, посреди бури, единственными двумя людьми, которые не говорили, были те, кто находился в самом ее центре – сами Тэхён и Чингук. Но за кулисами, вдали от шума, реальность была гораздо сложнее. В гостиной общежития, тускло освещенной мягким светом единственной лампы, Чингук сидел один на краю дивана, локти на коленях, пальцы нервно постукивали друг о друга. Его телефон лежал экраном вниз рядом с ним, вибрируя каждые несколько секунд от новых уведомлений, на которые он отказывался смотреть. В груди было тесно, не от смущения, не от гнева, а от страха, как эта утечка повлияет на единственного человека, о котором он заботился больше всего. Шаги приближались тихо, почти нерешительно. Чингуку не нужно было поднимать голову, чтобы понять, что это Тэхён. Воздух изменился знакомым образом. Теплый, спокойный, устойчивый, как будто кто-то принес одеяло к дрожащему сердцу. Тэхён остановился перед ним, глаза исследовали его лицо. «Ты видел реакцию?» – мягко спросил он. Чингук медленно выдохнул. «Я не хочу, Хон». «Куках», – пробормотал Тэхён, садясь рядом с ним и толкая его плечом. «Посмотри на меня». Неохотно Чингук поднял взгляд. В тот момент, когда их глаза встретились, Тэхён смягчился. «Ты напуган», — сказал Тэхён. Не обвиняя, просто понимая. Чингук тяжело сглотнул. «Я боюсь, что они тебя неправильно поймут, что они все перекрутят и заставят тебя снова справляться с последствиями». Тэхён откинулся назад, глубоко выдыхая. «Я справлялся и с худшим», — тихо сказал он. «Но с чем я не могу справиться, так это с тем, что ты винишь себя за то, чего не делал». Челюсть Чингука напряглась. «Но это наш момент. Он не предназначался никому, а теперь он везде». Тэхён положил руку на спину Чингука, потирая маленькими, медленными кругами, что мгновенно ослабило напряжение в плечах Чингука. «Тот момент был настоящим», – прошептал он. «Это одна из немногих ночей, когда мы не прятались. И, возможно, именно поэтому это тебя пугает. Потому что впервые мир увидел нас без стен». Чингук повернулся к нему, голос тихий, надломленный. «Тебя это беспокоит?» Тэхён покачал головой. «Нет, меня беспокоит, что ты сидишь здесь один, думая, что я когда-либо пожалею о том, что был рядом с тобой». Чингук моргнул, удивленный твердостью тона Тэхёна. «Ты действительно не жалеешь?» Губы Тэхёна изогнулись в самой маленькой, самой печальной улыбке. «Чингук, я бы пережил ту ночь снова 100 раз, если бы это означало, что тебе не пришлось плакать в одиночестве». Эти слова ударили Чингука сильнее, чем он ожидал. Его дыхание перехватило, и глаза защипало от эмоций, которые он не мог назвать. Тэхён сразу заметил это и нежно обхватил затылок Чингука, притягивая его немного ближе. Недостаточно, чтобы подавить, но достаточно, чтобы успокоить. «Ты всегда думаешь, что ты бремя»,
прошептал Тэхён, убирая выбившуюся прядь волос со лба Чингука. «Но ты никогда им не был. Не для меня». Чингук опустил взгляд, голос дрожал. «Иногда я не знаю, кто я для тебя». Тэхён замер не от шока, а потому, что избегал этого вопроса годами. Осторожно он взял руку Чингука и сплел их пальцы, крепко сжав один раз. «Ты тот, о ком я забочусь больше, чем должен», — мягко сказал Тэхён. «Больше, чем я когда-либо говорю вслух». Дыхание Чингука прервалось. «Хон?» Тэхён посмотрел вниз на их сплетенные руки, затем обратно на него, глаза полны уязвимости, которую он редко показывал. «Ты важен для меня способами, которые пугают и меня тоже. Так что не думай, что ты единственный, кто сбит с толку». Комната снова затихла, но на этот раз не было тяжело. Она ощущалась хрупкой, интимной, как будто они стояли на краю признания, которое ни один из них не знал, как закончить. Голос Чингука опустился до шепота. «Что нам делать теперь?» Тэхён издал мягкий, дрожащий смешок, тот самый, который бывает, только когда эмоции слишком запутаны, чтобы их разделить. «Я не знаю», — признался он. «Но что бы ни случилось, мы встретим это вместе». И впервые за всю ночь Чингук позволил своим плечам расслабиться, позволил себе дышать, позволил себе поверить ему. Тэхён придвинулся ближе, их бодро соприкасались, их руки все еще были сцеплены, отказываясь отпускать. Шум снаружи, хаос, комментарии, спекуляции померкли по сравнению с тихой правдой между ними. Чингук слегка прислонился головой к плечу Тэхёна. «Остаться со мной сегодня ночью», — прошептал он. Тэхён не колебался. «Всегда». И в тот момент два силуэта в тусклой комнате, прислонившиеся друг к другу, как будто это было единственное безопасное место, оставшееся в мире. Смысл скрытой ночи начал меняться. Это было уже не просто слитое видео или разоблаченный секретный момент. Это было начало чего-то, что ни один из них больше не мог скрыть.